Появились детали возможного мирового соглашения между Ираном и Соединенными Штатами. В Иране частично возобновили доступ к интернету. Сами иранцы пишут, словно упала Берлинская стена. США планируют сократить военное присутствие в Европе вдвое. И это на фоне растущих угроз со стороны России. Армения впала в немилость. Москва обещает газ по $600 вместо 177 в случае дальнейшего сближения Еревана с Европой. Авария на бумажной фабрике в штате Вашингтон. Есть погибшие, пострадавшие и пропавшие без вести. Джо Байден подал иск в суд на Министерство юстиции, пытается заблокировать публикацию аудиозаписей и стенограмм его частных разговоров с биографом. В НАСА рассказали, как будет выглядеть база на Луне. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США и Иран, вероятно, начали обсуждать параметры возможного мирного соглашения. Иранские государственные СМИ опубликовали первые детали проекта меморандума, который сейчас называют неофициальной основой для переговоров. По этим данным, документ предусматривает вывод американских военных сил из района вокруг Ирана и снятие морской блокады Ормузского пролива со стороны США. В ответ Тегеран обязуется в течение месяца восстановить объемы коммерческого судоходства через пролив до уровня, который был до начала конфликта. При этом военные корабли в проект соглашения пока не включены. Контроль за движением судов через Ормузский пролив, как утверждается, должен осуществляться Ираном совместно с Оманом. Иранские СМИ также заявляют, что если стороны смогут договориться в течение ближайших 60 дней, соглашение могут закрепить отдельные резолюции Совета Безопасности ООН. Одновременно израильский телеканал N12 сообщил, что американская авиация, размещенная в Израиле, в течение ближайших 72 часов начнет перебазирование на европейские базы. При этом самолеты сохранят готовность к быстрому возвращению в регион в случае нового обострения. После появления сообщений о возможной деэскалации начали снижаться цены на нефть. Стоимость американской нефти в WTI опустилась ниже $89 за баррель. Иран заявил об усилении контроля над Ормузским проливом. По данным Корпуса стражей Исламской революции, за последние сутки через пролив под охраной и координацией иранских сил прошли 25 судов, включая нефтяные танкеры и контейнеровозы. Одновременно Wall Street Journal сообщает, что ВМС США помогают коммерческим судам проходить этот маршрут на фоне напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Обе стороны продолжают наращивать присутствие в стратегически важном регионе. После почти 3 месяцев цифровой изоляции в Иране начали частично восстанавливать доступ к интернету. На фоне этого соцсети заполнили сообщения с шутками, мемами и эмоциональными признаниями. Многие иранцы пишут, что впервые за долгое время смогли связаться с близкими, открыть YouTube или WhatsApp без сложных обходных путей. Один за другим мы снова выходим в интернет с тем уровнем доступа, который был раньше, пишем друг другу сообщения. Кто-то злится, кто-то бежит к родителям подключать им телефоны к интернету, кто-то говорит «Не могу поверить, что мы так долго это пережили», а кто-то пишет «Благослови вас Бог, благослови людей. Мы не заслуживали такой унизительной жизни». Отключение интернета ударило по многим бизнесам, но сильнее всех пострадали мы – шпионы. 80 дней без дохода. Слава богу, интернет вернулся. С завтрашнего дня снова работаем, работаем, работаем. Шпион открывает WhatsApp, а там сообщение 2-месячной давности. Масад. Ответь, сын собаки, ты сказал улица Валиаср, выше парка Меллат. Это левая сторона или правая? Такое ощущение, будто Берлинская стена рухнула. Мой ребенок сказал: «Мама, я уже не думал, что снова женюсь. Все превратилось в кошмар. Я готова умереть за тебя, сынок, за все, что тебе пришлось увидеть в таком юном возрасте». Подключение интернета означает, что финальное соглашение достигнуто и ситуация под контролем. Иначе быть не может. Интернет в стране был практически недоступен около 90 дней. Сначала ограничения ввели в январе на фоне массовых антиправительственных протестов. Затем, после начала ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля, власти вновь усилили блокировки, объясняя это вопросами безопасности. По данным мониторинговой группы NetBlocks, только сейчас в стране фиксируется частичное восстановление соединения. США планируют сократить свои возможности для нанесения дальних ударов в Европе примерно на 50%. Об этом со ссылкой на источники сообщают TVP World и немецкое издание Spiegel. Речь идет о стратегических бомбардировщиках, истребителях, военных кораблях и самолетах до заправки, которые могут быть задействованы для поддержки НАТО в случае кризиса. По данным СМИ, число американских истребителей для НАТО может сократиться на треть.
а подлодки США больше не будут включаться в силы быстрого реагирования Альянса. Также Вашингтон намерен уменьшить количество эсминцев и ударных беспилотников, доступных Европе. Сообщается, что администрация Дональда Трампа хочет переложить большую часть ответственности за безопасность Европы на европейских союзников и сосредоточиться на противостоянии Китаю. В НАТО уже заявили, что Европа слишком долго зависела от американской военной поддержки и теперь должна активнее наращивать собственные возможности. Глава МИД Польши. Радослав Сикорский заявил, что Россия пока не способна на полномасштабное наступление против НАТО. При этом Альянс должен быть готов к диверсиям и провокациям. По словам Сикорского, если бы Москва готовила крупную атаку, европейская разведка это бы зафиксировала. Заявление польского министра цитирует его пресс-служба в соцсети X. Россия нам угрожает, и мы должны воспринимать это серьезно. Сегодня Россия не способна провести крупное наступление против НАТО. А если бы она к этому готовилась, мы бы это увидели. У нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию 100 тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами. Сегодня мы видим, что намерения Путина хуже, чем ожидала Западная Европа, поэтому никто не будет это игнорировать. Россия способна на диверсионные действия или провокации, проводимые ниже порога настоящего вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готово. Латвия усиливает защиту от беспилотников на границах с Россией и Беларусью. После серии инцидентов с залетами дронов в воздушное пространство стран Балтии в стране решили увеличить количество мобильных групп перехвата. По данным латвийской армии, такие подразделения будут состоять из нескольких военных, оснащенных дронами-перехватчиками, радарами и автоматическими турелями. Они смогут уничтожать цели в радиусе до 10 километров. Мы планируем развернуть группы принудительного перехвата уже в ближайшие недели, скажем так, и также планируем публично продемонстрировать различные виды вооружения, над которыми сейчас работаем. Например, как вы упомянули, автоматические турели. Нам нужно увеличивать количество таких групп не только в Латвии, но и в других странах. Нам нужно усиливать эти подразделения классическим вооружением, дронами-перехватчиками и другими средствами. Нужно наращивать силы, но при этом найти баланс между мирным и военным временем. Потому что если разместить такие группы, например, через каждый километр, мы очень быстро исчерпаем все ресурсы вооруженных сил, это тысячи людей и так далее. Нужно найти этот баланс. В Риге заявляют, что главная проблема сейчас не отсутствие технологий, а нехватка ресурсов и необходимость быстро наращивать количество таких групп вдоль границы. В латвийской армии также предупреждают, что все большей угрозой становятся малые беспилотники, которые активно используются не только на войне, но и могут применяться для диверсий и преступлений. Новые системы противодействия дронам Латвия испытывает в рамках программ НАТО на военной базе Селия. Папа Римский Лев заявил о резком обострении войны в Украине. Во время общей аудиенции в Ватикане понтифик выразил солидарность с жертвами недавних атак и подчеркнул, что война не решает проблемы, а лишь усиливает страдания и ненависть. Также он заявил, что вместе с ракетами и дронами разрушаются надежды, дома и жизни мирных людей. С тревогой слежу за войной в Украине, которая в последние дни резко обострилась. Хочу выразить свою солидарность всем, кто страдает в результате недавних атак, которые затронули и гражданское население. Война не решает проблемы, а лишь усугубляет их. Она не создает безопасность, а множит страдания и ненависть. Там, где падают ракеты и дроны, рушатся и надежды, уничтожаются дома и места поклонения, ломаются жизни невинных людей. Бригадный генерал 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Андрей Белецкий заявил, что ближайшие 6 месяцев могут стать переломными в войне. По его словам, российская армия столкнулась с истощением и не способна к крупным прорывам, тогда как Украина сейчас находится в лучшем положении с осени 2022 года. Белецкий также отметил рост роли новых технологий на фронте, в частности, наземных дронов и систем связи. При этом он признал, что Россия сохраняет преимущество в использовании оптоволоконных беспилотников. Текущее состояние и позиции по всей линии фронта лучшие для Украины. Не скажу, что это супероптимистично, но это, вероятно, лучшее положение для Украины с осени 2022 года. Думаю, сейчас мы видим лучшие тенденции. Заметно определенное снижение потерь, прежде всего личного состава, почти нулевые территориальные потери и даже восстановление некоторых участков. Есть тенденции, которые указывают, что Россия оказалась в тупике. Она не может полностью закончить войну, но одновременно не может продвигаться по линии фронта.
Требование по Донбассу, остановка не по линии соприкосновения, а требование отказаться от Донбасса выглядит немного странно. Потому что сейчас это вообще очень спорный вопрос. Кто вообще ведет наступление, Украина или Россия? Никакого продвижения нет, уже несколько месяцев серьезных продвижений не происходит. Если динамика продолжится такой, как сейчас, то, например, через 3 месяца россияне будут в худшем положении, а не в лучшем, и на поле боя, и, возможно, в вопросе дальних ударов. А вот президент Украины Владимир Зеленский, по данным The Economist, уже поручил готовиться еще к 2-3 годам войны. Издание пишет, в Киеве все меньше верят в скорое завершение конфликта, особенно на фоне постепенного сворачивания участия США в переговорном процессе. По данным источников, российское руководство готовится к возможной масштабной мобилизации и рассчитывает до осени выйти на административные границы Донбасса. При этом в Кремле, как утверждается, сейчас не рассматривают реальные компромиссы для завершения войны. А западные разведки все чаще предупреждают. Владимир Путин может попытаться расширить конфликт и за пределы Украины. На фоне все более жестких сигналов из Москвы тема Армении станет одной из ключевых на завтрашнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. В Кремле уже подтвердили, лидеры стран ЕАЭС в узком составе обсудят курс Еревана на сближение с Евросоюзом. Вы знаете, что есть непростая ситуация с Арменией. Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы. Кроме того, вы также знаете, что в Армении это происходит не просто декларативно. В Армении принят соответствующий закон, который, по сути, юридически уже обязывает правительство и все органы госвласти Америки ориентироваться на европейскую интеграцию. Конечно, это будет темой для обсуждения, безусловно. Параллельно Москва все жестче намекает и на возможные экономические последствия. Представитель МИД России Мария Захарова предупредила, при дальнейшем движении Армении к ЕС могут быть пересмотрены соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов. Сейчас российский газ поступает в Армению по льготной цене, около $177 за 1000 кубометров. Однако в российских СМИ и экспертных кругах уже звучат оценки о возможном росте цены до рыночного уровня – около $600. На этом фоне Ереван активно ищет альтернативы. Помимо Ирана, все чаще обсуждается и роль Азербайджана. После визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван, Армения и США подтвердили продвижение проекта транспортного коридора ТРИП. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что рамочное соглашение могут подписать уже в течение месяца. Ключевой элемент проекта – восстановление железной дороги через Мегри, которая должна соединить Азербайджан с Нахчеваном и одновременно открыть для Армении новые логистические маршруты север-юг. Для Кремля это создает все более неприятную ситуацию. Армения, еще недавно считавшаяся одним из самых близких союзников России на Южном Кавказе, все активнее выстраивает связи с Западом и параллельно обсуждает экономическое сближение с Азербайджаном. Отмечу, что очевидно, на заседании в узком составе лидеры обсудят вне повестки дня вопрос, который касается планов Республики Армении по вступлению в Европейский Союз. Конечно, будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств, членов Евразес. Наш лидер Владимир Владимирович Путин уже неоднократно публично обозначал наше отношение к планам Армении, подчеркнул, что членство одновременно двух объединений просто невозможно, это не получится. В Испании разгорается новый коррупционный скандал вокруг правящей социалистической партии премьер-министра Педро Санчеса. Антикоррупционная полиция пришла в штаб-квартиру ПСОЭ для изъятия документов в рамках расследования возможного незаконного финансирования и попыток давления на судебную систему. Под следствием уже находятся сразу несколько человек из ближайшего окружения Санчеса, его жена Бегонья Гомес, брат Давид Санчес, бывший министр транспорта Хосе Луис Абалос, экс-секретарь партии Сантос Сердан и бывший советник Кольдо Гарсия. Дополнительный удар по правительству нанесло расследование против бывшего премьера Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, которого подозревают в связях с коррупционной сетью и отмывании денег.
Сам Педро Санчес заявил, что партия полностью сотрудничает со следствием и подчеркнул, что речь идет не о полицейском обыске, а о судебном запросе документов. На фоне растущего давления в Испании уже обсуждают возможность досрочных выборов и отставки правительства. Что касается президента Сапатера, у меня была возможность ознакомиться с судебным постановлением. Я также смог узнать подробности объемного дела из сообщений СМИ и прочитал материалы в прессе. И, откровенно говоря, я уже говорил об этом в парламенте и повторяю сегодня здесь. Разумеется, я полностью поддерживаю сотрудничество с судебной системой, полностью уважаю презумпцию невиновности бывшего премьер-министра Сапатеро и выражаю ему полную поддержку. Похоже, речь идет о юридическом запросе, а не о полицейском обыске. При этом я не хочу преуменьшать серьезность расследования, которое сейчас проводит Верховный суд. Поэтому я могу заверить испанцев в полном сотрудничестве с судебной системой. Также хочу сказать, что если речь идет о деле бывшего члена партии Лейры Диас, то решения в отношении нее были приняты немедленно, как только вся эта история стала известна более года назад. Министр экономики Германии Катерина Райхе во время визита в Пекин призвала к сбалансированным экономическим отношениям с Китаем. Она заявила, что Берлин поддерживает конкуренцию, но настаивает на справедливых условиях торговли и доступе к редкоземельным ресурсам. Наши компании способствуют росту Китая, создавая более миллиона рабочих мест, а также через исследования и инновации, и это здесь высоко ценят. Наш общий интерес — сохранять эти отношения стабильными, уважительными, надежными, справедливыми и ориентированными на баланс. Конкуренция делает нас сильнее, сотрудничество создает стабильность, а инновации обеспечивают общий прогресс. Мы обсуждали критически важное сырье. Нашим компаниям, не только тем, которые инвестировали здесь, в Китае, но и компаниям даунстрим-сектора, нужен доступ к критически важным минералам и редкоземельным элементам, потому что современный мир и современные технологии немыслимы без этого сырья. Я обсуждала со своими коллегами пути создания такого доступа, на который наши компании смогут рассчитывать, чтобы Китай и Германия могли расти вместе. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует увеличить ежегодные расходы в Тайване до 150 миллиардов долларов. Выступая в Тайбэе на презентации новой штаб-квартиры NVIDIA, он назвал остров эпицентром революции искусственного интеллекта и ключевым центром мирового производства чипов ИИ-систем. По словам Хуанга, еще несколько лет назад NVIDIA тратила на Тайване около от 10 до 15 миллиардов долларов в год, а сейчас объем инвестиций вырос до 100 миллиардов и продолжит расти. Новая штаб-квартира компании должна начать работу к 2030 году. Тайвань — это эпицентр революции искусственного интеллекта. Именно здесь производятся чипы, осуществляется упаковка. Здесь создаются системы. Здесь были созданы суперкомпьютеры для ИИ. Количество партнеров, с которыми мы работаем здесь, на Тайване, просто невероятно. Тайвань переживает бум. Тайвань переживает бум. И это логично. 4-5 лет назад NVIDIA тратила на Тайване примерно от 10 до 15 миллиардов долларов в год. Сейчас мы тратим 100, а в будущем будем тратить 150 миллиардов долларов в год на Тайване. 150 миллиардов долларов от одной компании создадут здесь невероятную экосистему. Отметим, что заявление прозвучало всего через несколько дней после поездки Хуанга в Китай. Глава NVIDIA входил в состав технологической делегации администрации Дональда Трампа и после официальных встреч еще почти неделю находился в стране, посещая мероприятия и встречи с китайскими партнерами. Китайские СМИ и пользователи соцсетей активно обсуждали его визит, а самого Хуанга в прессе называли одной из главных фигур мировой ИИ-индустрии. Глава МИД Сингапура. Вивиан Балакришнан посетил Пхеньян и провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. По данным северокорейского телевидения, стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по ситуации в регионе и в мире. Детали переговоров официально не раскрываются. Визит считается редким дипломатическим контактом между Сингапуром и Северной Кореей. После поездки в Пхеньян Балакришнан, как ожидается, посетит и Южную Корею. В 2018 году Сингапур уже играл важную роль в диалоге с КНДР. Именно там прошел первый саммит лидеров США и Северной Кореи. На бумажной фабрике компании Nippon Dinawave Packaging в американском штате Вашингтон произошел разрыв крупного резервуара с химическим раствором, который используется в производстве бумаги. Инцидент произошел утром в городе Лонгвью.
По данным спасателей, резервуар с так называемым белым щелоком, смесью гидроксида и сульфида натрия, сначала деформировался, а затем разрушился. Изначально сообщалось, что в емкости находилось около 300 тысяч литров химикатов, однако позже власти уточнили. Объем резервуара составлял почти 3,5 миллиона литров. Часть вещества до сих пор остается внутри поврежденной конструкции, которая, по словам пожарных, остается нестабильной. В результате аварии погиб как минимум 1 человек, еще 10 пострадали. Среди раненых 8 сотрудников предприятия и 1 пожарный. Несколько человек получили серьезные травмы и химические ожоги. Еще 9 работников числятся пропавшими без вести. Спасательные работы временно приостановлены из-за угрозы дальнейшего разрушения резервуара. Власти заявляют, что прямой угрозы для жителей близлежащих районов сейчас нет, однако просят избегать территории предприятия, пока продолжается операция по ликвидации последствий. Бывший президент США Джо Байден подал иск против Министерства юстиции США, пытаясь заблокировать публикацию аудиозаписей и стенограмм его частных разговоров с биографом. Речь идет о беседах, записанных в 2016-2017 годах во время работы над мемуарами Байдена «Обещай мне, папа». Как сообщают американские СМИ, Минюст планирует передать материалы юридическому комитету Палаты представителей и консервативному фонду Heritage Foundation уже в середине июня. Записи ранее использовались в расследовании спецпрокурора Роберта Хёра по делу о хранении секретных документов. Тогда уголовные обвинения против Байдена выдвигать не стали. В иске утверждается, что запрос Конгресса носит формальный характер и используется для обхода федеральных ограничений на разглашение подобных материалов. Байден требует признать запрос недействительным и окончательно запретить публикацию записей. Разговоры были записаны у Байдена дома и касались в том числе болезни его сына Бо Байдена и решения участвовать в президентской гонке. Представители Министерства юстиции ситуацию пока не комментировали. Бразильский сенатор Флавио Болсонару встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Сын бывшего президента Бразилии опубликовал совместное фото из овального кабинета, но детали переговоров раскрывать не стал. Встреча прошла на фоне предвыборной кампании Болсонару и политического кризиса вокруг его команды. Всем привет! Сейчас я направляюсь в Белый дом на очень интересный разговор. Немного позже вы узнаете, с кем именно я встречаюсь. Берегите себя. И помните, Бог все контролирует. Флавио Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, которого считают союзником и политическим другом Дональда Трампа. Болсонару-старший проиграл выборы левому политику Луле да Силве, а позже был осужден по делу о попытке подрыва демократического порядка. После ареста и серии судебных разбирательств его состояние здоровья, по сообщениям СМИ, резко ухудшилось. Дональд Трамп при этом неоднократно призывал власти Бразилии и президента Лулу да Силву прекратить давление на Болсонару и освободить его. Мусульмане по всему Ближнему Востоку и Северной Африке отмечают первый день Курбан-Байрама, одного из главных праздников ислама. Тысячи верующих собрались на праздничные молитвы в Иерусалиме, Дамаске, Каире, Триполи и иракских городах Кербела и Мосул. После молитв люди поздравляли друг друга, собирались с семьями возле мечетей, раздавали сладости и подарки детям. В Иерусалиме верующие во время праздника также говорили о надежде на мир и окончание конфликта в Газе и на Западном берегу. Курбан-Байрам совпадает с завершением хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. Праздник связан с историей пророка Ибрагима, который, согласно исламской традиции, был готов принести в жертву своего сына по велению Бога. По традиции в эти дни мусульмане совершают жертвоприношения и раздают мясо нуждающимся. НАСА представила новую программу по созданию постоянной базы на Луне. Проект Moonbase будет реализован в несколько этапов и предусматривает как роботизированные, так и пилотируемые миссии. Первый этап уже стартовал и продлится до 2029 года. За это время НАСА и частные компании планируют протестировать технологии посадки, доставки грузов и работы техники на поверхности Луны. Moonbase 3 расширит наше научное понимание лунной поверхности. Эта миссия доставит первый груз, выбранный в рамках инициативы NASA PRISM, программы, которая объединяет университеты, исследователей и промышленность через открытый конкурс для решения научных задач. Ключевой научной миссией станет Lunar Vertex, который будет изучать лунные вихри, одну из самых загадочных тайн Луны. Эти необычные образования выглядят ярче окружающей поверхности, поскольку отдельные участки Луны каким-то образом защищены от воздействия солнечного ветра. Понимание причин их существования может помочь нам лучше понять эволюцию лунной среды, изменение поверхности со временем и то, как будущая инфраструктура сможет работать в таких экстремальных условиях. Также НАСА выбрала компанию Astrolab и Lunar Outpost для разработки новых лунных транспортных средств для будущих экспедиций. В НАСА заявляют, что второй этап программы будет включать строительство полустационарной инфраструктуры, а в перспективе агентство рассчитывает обеспечить постоянное присутствие людей на Луне и использовать этот опыт для подготовки миссий на Марс.
Мы представляем лунную базу как территорию в сотни квадратных миль с различными объектами инфраструктуры, которые в итоге должны обеспечить постоянное присутствие человека на Луне. Для этого программа будет разделена на этапы, и первый этап уже начался. С настоящего момента и до 2029 года мы будем работать над тем, чтобы высадка на поверхность Луны стала максимально надежной задачей. Мы доставим множество объектов для тестов и экспериментов. Как сказал администратор, это наука выживания. Мы будем испытывать технологии, которые понадобятся для создания постоянной инфраструктуры. Это уже задача второго этапа, а третий этап предусматривает постоянное проживание людей на Луне.